24 июня 2023 года в этом городе на сутки не было понятно, кто вообще управляет страной. Военная колонна встала у штаба целого военного округа, а жители снимали танки на телефон прямо с балконов. Это не единственный раз, когда Ростов оказывался в эпицентре событий, от которых мороз по коже. Здесь 12 лет ловили одного из самых страшных маньяков в истории страны. Здесь еще в 1902 году власти открыли огонь по бастующим рабочим прямо на улице. И здесь же, всего 80 лет назад, город дважды был оккупирован, и во второй раз почти на 7 месяцев. 7 фактов о Ростове-на-Дону, после которых слова «Ростов, папа» звучат уже не так безобидно. Начнем с истории, которая держала в напряжении не только город, но и всю страну 12 лет подряд. С 1978 по 1990 год в Ростовской области орудовал человек, которого правоохранительные органы называли между собой «гражданин Икс». Бывают кошмары, головные боли. Я обычно физические упражнения делаю. Думаю, ладно, пусть я кончусь быстрее. Думаю, все-таки это самое, чтобы отвлечься. Андрей Чикатило. С виду обычный, ничем не примечательный семьянин, работавший снабженцем, на самом деле убил по разным подсчетам следствия от 43 до 50 с лишним человек, преимущественно женщин, подростков и детей. Он заманивал жертв под разными предлогами в безлюдные места, лесополосы, заброшенные постройки, и там совершал убийства с крайней жестокостью. Розыск длился 12 лет. 12 лет. Это огромный срок для розыска одного человека, особенно если учесть, что он несколько раз оказывался в поле зрения следствия и каждый раз уходил. При этом по делу уже был расстрелян невиновный человек, Александр Кравченко, которого обвинили в одном из первых убийств этой серии. Уже после того, как настоящего виновника нашли, в 1991 году Кравченко реабилитировали посмертно, а его семье принесли официальные извинения. То есть государственная машина уже один раз ошиблась ценой чужой жизни, пока настоящий убийца продолжал ходить по тем же улицам. Поймали Чикатило только в конце 1990 года в ходе масштабной операции под названием «Лесополоса». В ней были задействованы тысячи сотрудников милиции. Решающую роль сыграл следователь Исса Костоев, который в итоге добился признательных показаний. Судебный процесс проходил в Ростове. Обвиняемого держали в специальной металлической клетке в зале суда. Редкая мера, которая была вызвана и общественным возмущением, и опасениями за жизнь самого подсудимого. В феврале 1994 года приговор привели в исполнение. Сегодня дело Чикатило вошло в учебники криминалистики по всему миру как пример того, как обычный ничем не выделяющийся человек может годами скрывать чудовищные преступления прямо под носом у целого города. Он был женат, воспитывал 2 детей. Коллеги описывали его как скромного и незаметного человека. И именно эта обыденность долгие годы позволяла ему оставаться вне подозрений, пока следствие искало кого-то более очевидно подходящего на роль монстра. И, к слову, именно тщательность этого расследования, включавшая одни из первых в стране попыток применить психологический портрет преступника, потом легла в основу методов, которые российские криминалисты используют при поиске серийных преступников до сих пор. При этом важно подчеркнуть, сам факт, что на поимку одного человека потребовалось 12 лет, до сих пор вызывает вопросы у историков советской правоохранительной системы. Дело не только в изворотливости преступника, но и в самой природе советского общества той эпохи, где официально считалось, что серийные убийства – явление сугубо западное, капиталистическое, а значит, само существование подобного преступника долгое время воспринималось следствием почти как теоретическая невозможность. Но криминальная история – не единственное, что заставляет вздрагивать при упоминании Ростова. Спустя 33 года после приговора город снова оказался в центре событий, которые взбудоражили уже не одну область, а всю страну. 23 июня 2023 года глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин публично заявил, что российские военные нанесли удар по тыловым лагерям его формирования и объявил так называемый «Марш справедливости на Москву». В ночь на 24 июня бойцы ЧВК без серьезного сопротивления вошли в Ростов-на-Дону и заняли штаб Южного военного округа, один из ключевых центров управления военными операциями на юге страны.
Почти сутки Ростов фактически находился под контролем вооруженного формирования, а не государственных структур. Губернатор области призвал жителей воздержаться от поездок в центр и, по возможности, не покидать дома. Улицы вокруг штаба были перекрыты бронетехникой, а в городе распространялись кадры, которые потом облетели весь мир. Вагнеровцы на улицах, военная техника у обычных жилых домов и сам Пригожин, разговаривающий с генералами Минобороны прямо на территории занятого штаба. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова. Вечером того же дня, около полуночи, бойцы ЧВК и сам Пригожин покинули Ростов и город, после того, как были достигнуты договоренности о прекращении похода на Москву. Колонны, к тому моменту уже продвинувшиеся на сотни километров в сторону столицы, развернулись обратно. Спустя 2 месяца, в августе 2023 года, Пригожин погиб в авиакатастрофе, событие, которое тоже обсуждает весь мир. Сегодня, если приехать в Ростов, никаких следов того дня почти не найти. Город живет обычной жизнью, разве что таблички «Укрытие», ведущие в подземные переходы, стали чуть заметнее на фоне того, что город находится не так уж далеко от линии фронта. Местные жители, опрошенные журналистами спустя год после событий, вспоминали тот день скорее как странную аномалию, чем как травму. Многие признавались, что до последнего момента не до конца понимали, что именно происходит, и узнавали подробности из телеграм-каналов быстрее, чем из официальных источников. Но сам факт, что миллионный российский город на сутки оказался фактически вне обычного порядка управления, событие которого не случалось в новейшей истории страны ни до, ни после. Ни одна другая точка на карте современной России не была в подобной ситуации хотя бы отдаленно похожего масштаба. И если для кого-то 2023 год стал первым разом, когда слово «оккупация» применительно к Ростову всплыло в разговорах, на самом деле город такое уже проходил, причем куда дольше и куда страшнее. За время Великой Отечественной войны немецкие войска заняли Ростов-на-Дону дважды. Первый раз – 21 ноября 1941 года. Эта оккупация продлилась всего 8 дней и вошла в историю под названием «Кровавая неделя». Эсэсовцы дивизии Лейбштандарт Адольф Гитлер за это короткое время успели расстрелять и замучить сотни мирных жителей – стариков, женщин и детей. 29 ноября советские войска отбили город обратно. Это стало первой значимой победой Красной Армии в начальный период войны. Но мирная жизнь продлилась меньше года. 24 июля 1942 года немецкие войска вошли в город снова. На этот раз оккупация растянулась на 205 суток, почти 7 месяцев. За этот период на принудительные работы в Германию было угнано около 53 тысяч ростовчан, а расстреляно, по разным данным, около 40 тысяч мирных жителей и военнопленных. Самым страшным местом массовых казней стала Змеевская балка на окраине города, овраг, где нацисты и их пособники в течение всего нескольких дней в августе 1942 года уничтожили десятки тысяч человек, преимущественно евреев города, а также военнопленных и подпольщиков. Сегодня там стоит мемориал, один из крупнейших в России, посвященных жертвам нацистской оккупации, с вечным огнем и длинной стеной с именами, часть из которых удалось восстановить лишь спустя десятилетия после войны, по крупицам собирая свидетельства выживших родственников. А одним из символов той трагедии стала история одного конкретного мальчика – Вити Черевичкина. Фотография, на которой он снят с белым голубем в руках, обошла весь мир еще в конце 1941 года, после того, как мальчика расстреляли немецкие солдаты, якобы за нарушение запрета держать голубей. Оккупационные власти опасались, что горожане используют птиц для передачи разведданных советской стороне. Простой снимок ребенка с голубем, сделанный уже после трагедии, стал одним из самых узнаваемых символов войны на юге страны. Сегодня в Ростове есть улица, названная в его честь, а сама фотография регулярно используется в материалах, посвященных памяти жертв войны среди мирного населения. Окончательно Ростов освободили 14 февраля 1943 года, после разгрома немецких войск под Сталинградом. Город встречал освободителей уже не тем почти полумиллионным населенным пунктом, каким был до войны. Выживших ростовчан насчитывалось около 170 тысяч.
В 2008 году указом президента России Ростову присвоили почетное звание «Город воинской славы». Интересно, что подобная нестабильность власти для этого города не только про Вторую мировую войну. Задолго до немецких танков через эти же улицы уже проходила линия фронта совсем другой войны, где город менял хозяев с пугающей регулярностью. 2 ноября 1902 года в главных мастерских Владикавказской железной дороги забастовали рабочие котельного цеха. Их довели до предела задержки зарплаты и обсчет со стороны администрации. К 6-7 ноября к ним присоединились рабочие крупнейших предприятий города, табачной фабрики Осмолова, где трудилось больше 2000 человек, плугостроительного завода «Аксай» и десятка других заводов и фабрик. Забастовка перестала быть локальным трудовым спором и превратилась в общегородскую политическую стачку. За организацией стояла ростовская организация «Российская социал-демократическая рабочая партия». Донской комитет партии выпустил 17 прокламаций общим тиражом до 30 тысяч экземпляров, что для начала 20 века было по-настоящему массовым тиражом агитационной литературы. Митинги бастующих собирались на окраине города, в районе Темирника, и с каждым днем становились все многолюднее. 11 ноября власти не справились с ситуацией мирным путем. В город стянули войска из соседних населенных пунктов, а полиция и казаки открыли огонь прямо по толпе митингующих. 6 человек были убиты на месте, еще 17 получили ранения. Но, вопреки расчетам властей, стрельба не подавила протест, а наоборот, всколыхнула еще большую волну возмущения. Митинги в городе продолжались еще 2 недели, а в знак солидарности забастовки начались на станции Тихорецкой, в Новороссийске, Минеральных водах, Владикавказе и даже в далеком от Ростова Гомеле. Аресты и высылка наиболее активных участников стачки из города постепенно вынудили рабочих вернуться к станкам, и 26 ноября забастовка официально прекратилась. Владимир Ленин, комментируя события в Ростове, писал, что именно здесь пролетариат впервые публично противопоставил себя как отдельный класс, сразу и остальным сословиям, и самому царскому правительству. Этот эпизод считается одним из значимых предвестников будущих революционных потрясений. Рабочее движение в масштабах целого региона впервые показало, что способно на скоординированные, политически осмысленные действия, а не просто на разрозненные локальные протесты по поводу зарплаты. В честь этих событий сегодня в Ростове назван один из центральных проспектов города. От рабочего протеста начала века к вопросу, что вообще скрывается под улицами и площадями этого города, если спуститься чуть ниже уровня земли. Ростов-на-Дону до сих пор носит неофициальное прозвище «Ростов-папа» в паре с Одессой, которую по той же логике называют «Одессой-мамой». Это не просто красивая рифма для туристических буклетов. На рубеже XIX и XX веков оба этих торговых портовых города славились по всей Российской империи огромным количеством краж, мошенничеств и вооруженных налетов, притягивая уголовников со всей страны теплым южным климатом и оживленной портовой жизнью. Ростов даже успел получить более раннее прозвище «Русский Чикаго» из-за похожей уличной планировки с широкими проспектами и пересекающими их улицами. А позже сравнение приобрело и криминальный оттенок, когда сам американский Чикаго прославился как гангстерская столица. Откуда именно взялась связка «папа-мама» доподлинно неизвестно. Авторство фразы не установлено, и версий существует несколько. По одной, выражение родилось из ответов задержанных без документов беспризорников и жуликов, которые на вопрос о происхождении отвечали в шутку: «Мама Одесса, папа Ростов». По другой версии, озвученной бывшим следователем ростовской прокуратуры и писателем Данилой Корецким, дело было не в родстве, а в соперничестве двух криминальных столиц за первенство. Есть и наблюдение, что в отличие от Одессы, подарившей миру ярких персонажей с именами и прозвищами вроде Мишки и Пончика или Соньки Золотой Ручки, ростовские уголовники оставались куда более безымянными. Сама репутация города складывалась не из отдельных легендарных фигур, а из общей статистики преступности.
Что примечательно, городские власти в разное время предпочитали не выводить эту тему на первый план в официальном туристическом брендинге, считая ее щекотливой. Но прозвище прижилось настолько прочно, что спустя больше века живет своей жизнью, независимо от того, нравится это чиновникам или нет. А теперь вниз, в буквальном смысле. Туда, что находится прямо под ногами у жителей города, и о чем большинство из них даже не подозревает. Под старой частью Ростова действительно существуют подземные ходы, и это не городская легенда, а задокументированный факт с архивными чертежами в руках. Еще в XVIII веке, когда на этом месте построили крепость Дмитрия Ростовского, строитель крепости Александр Ригельман в официальном описании, составленном по поручению самого Ломоносова, прямо указывал на существование 6 подземных выходов, 2 внутри крепости и 4 за ее пределами, не считая казематов и пороховых погребов. То есть подземные ходы изначально были частью военного инженерного замысла, а не позднейшей выдумкой краеведов. О них благополучно забыли на несколько десятилетий, пока крепость разбирали, а редуты сравнивали с землей под городскую застройку. Но подземелья сами дали о себе знать. В 1911 году на улице Никольской рабочие, рывшие обычный котлован, наткнулись на старую каменную кладку, и оказалось, что это часть тех самых крепостных ходов. Уже в советское время горный инженер и краевед Михаил Краснянский поднял архивы, нашел в них старинные планы крепости с обозначенными подземными коридорами и нанес их на карту современного города красным пунктиром. Изучению помешала сначала революция, а затем гражданская война. И с тех пор карта так и осталась неполной. Сегодня о ростовских подземельях достоверно по-прежнему известно немного. Отдельные участки то находят при строительных работах, то снова теряют. Но самая осязаемая часть подземного Ростова находится не в самом городе, а по соседству, в Аксае, буквально в получасе езды. Там, на месте старой таможенной заставы XVIII века, сохранился целый подземный комплекс, часть которого сегодня официально открыта как музей. Уже в советское время рядом с историческими подземельями появился настоящий военный подземный бункер. Сегодня он тоже давно рассекречен и превращен в музейный объект, куда возят туристов. А вот примыкающие к нему более старые катакомбы до сих пор изучены плохо, вход в них закрыт решеткой и внутрь пускают только по особому разрешению. Получается редкое сочетание. Часть подземного Ростова – это открытый для всех музей, куда можно спокойно спуститься с экскурсией, а часть – до сих пор запертая решеткой зона, которую даже профессиональные исследователи городских подземелий не могут толком обследовать. Причем один пласт этой истории, XVIII век, военная фортификация, а другой, буквально в 2 шагах, уже XX век, холодная война и государственные секреты, которые успели рассекретить только спустя десятилетия. Раз уж мы заговорили о том, что скрыто от глаз, стоит вернуться на поверхность и к небу, потому что не все тревожное в истории этого города происходило на земле. В ночь на 19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону разбился пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Fly Dubai, летевший рейсом из Дубая. Погибли все находившиеся на борту – 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Всего 62 человека. В ту ночь над городом бушевала непогода. Сильный порывистый ветер, непрекращающийся дождь, сложные метеоусловия, хотя аэропорт формально оставался открытым и не отменял вылеты и посадки. Самолет подошел к посадке около 1:30 ночи по московскому времени, но не смог зайти на полосу с первой попытки. После этого лайнер почти 2 часа кружил в небе над городом и областью, ожидая улучшения погоды. Экипаж, который до этого рейса вместе никогда не летал и оказался в Ростове впервые, пытался дождаться подходящего момента для повторного захода. Вторая попытка посадки тоже не удалась. Во время маневра ухода на второй круг самолет неожиданно резко пошел вниз и на огромной скорости, около 600 км в час, врезался во взлетно-посадочную полосу в 250-300 метрах от ее начала. Лайнер полностью разрушился при ударе. Расследование, которое проводил Межгосударственный авиационный комитет, заняло больше 3 лет,
и в итоге пришло к выводу, что причиной стала ошибка экипажа в сложных метеоусловиях, а не техническая неисправность самолета. Эта катастрофа стала одной из крупнейших трагедий в истории Ростовского аэропорта и одной из самых обсуждаемых авиакатастроф в России за последние десятилетия, отчасти из-за того, что весь драматизм ситуации, 2 часа окружения над городом в ожидании развязки, разворачивался практически в реальном времени и отслеживался людьми через открытые сервисы отслеживания полетов, пока родные и знакомые пассажиров уже ждали их в здании аэропорта. Маньяк, которого искали 12 лет. Мятеж, оставивший город без власти на сутки. Оккупация, которая пришла дважды. Расстрелянная властями забастовка 1902 года. Подземелье с настоящими военными секретами. И ночь, когда самолет 2 часа не мог сесть. И так и не сел. Ростов-на-Дону. Не просто папа южной криминальной легенды. Это город, история которого пробирает до мурашек по-настоящему, без преувеличений.